Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас расклад на тему, чего ваш мужчина от вас хочет. Что ему нужно от вас и чего он ожидает в этих отношениях. И посмотрим, конечно, его намерения. В принципе, у него планы вообще какие-то есть, намерения в отношении вас. Вот давайте эту важную тему сегодня рассмотрим. Пожалуйста, сконцентрируйте свое внимание на вашем мужчине. Благодарю вас, мои драгоценные, за поддержку моей работы, моих каналов. Благодарю вас за донаты, низкий поклон каждому, кто присылает мне подарки. Благодарю моих спонсоров, отдельная им благодарность. Дай Бог вам миллионы раз больше благословения от Вселенной. Благодарю за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень искренне и нежно вас люблю. Итак, давайте же разбираться теперь. Чего этот мужчина хочет от вас? И вообще, что это? Что для него ваши отношения? Давайте-ка начнем сразу же с одной колоды. И здесь, конечно, выходит великолепнейший аркан. Это аркан Солнца. Есть искренность, есть тепло, есть любовь. Не побоюсь даже такого громкого слова. Для очень многих из вас так. Но это очень открытые, и в любом случае это очень открытые и очень настоящие отношения. Неважно, это ваш реальный партнер или у вас интернет-романы, что бы между вами ни было, и даже если сейчас все не очень-то, тем не менее в основе все-таки лежит Солнце. А Солнце — это искренние чувства, это искренние эмоции. И, конечно, это все самое прекрасное, что может быть. Да, здесь у нас изображен мужчина на этом аркане. Посмотрите, какой солнцеподобный. Мужчина может проявлять эгоизм в отношениях. Несмотря на теплую, прекрасную такую энергетику, все-таки мужчина может считать себя центром Вселенной. И, соответственно, вы как одна из планет или же галактик во Вселенной. Давайте скажем, он звезда, да, а вы должны крутиться вокруг него, как одна из планет. Ну, что-то вот в этом роде. Это не только к вам относится, а вообще мужчина может так относиться к людям. Но искренние отношения у него к вам есть точно. А что за мужчина? Какой еще? Это нам как общий фон расклада был теплая энергия. А что за мужчина? Ну, очень противоречивый человек. Смотрите, 5 драконов. Каждый со своим жезлом. Можно сказать, что разные энергии, очень сильные, очень страстные, весьма и весьма противоречивые, борются в душе этого человека одна с другой. Если он проявляет себя спокойно, ласково, тихо, как ангел небесный, на самом деле в душе идет мощная борьба разных начал. Чаще всего по этому аркану мужчины с бурным, наоборот, темпераментом могут, конечно, все люди разные, человек даже с бурным темпераментом, с возрастом, с опытом, может как-то к своему же темпераменту приспособиться и уметь себя демонстрировать уже с более выгодной, так сказать, точки зрения, в более выгодном варианте, уподобоваримом, так сказать, для общества. Но на самом деле это человек противоречий. И такой открытый человек без скрытых неких качеств по аркану 5 жезлов. Это спорщик, это человек очень упорный, очень такой, который добивается своего любыми способами, любыми путями. Я вам покажу этот аркан поближе, посмотрите сами. 5 драконов. Да какие драконы? Красные драконы, каждый со своим жезлом. Но их тут 3, не 5, я говорю, 5 драконов, 5 жезлов, неважно. Несколько драконов и 5 жезлов. Идет борьба на жезлах, но подразумевается, что их здесь 5. Вот такой ваш человек, ваш мужчина. Его, в принципе, возможность любить, отдаваться отношениям, партнерше. Девчонки, к сожалению, на расклад сегодня пришел тяжелейший человек. Это 2 кризисных аркана, один за одним, причем в сигнификации. Возможно, он сейчас находится в таких энергиях, но здесь, в принципе, мужчина склонный не только подавлять свою партнершу, но и для многих из вас, девочки, к сожалению, это настоящий абьюзер. И абьюз может быть очень разный. Для кого-то в активной форме, то есть он может
женщину свою, отношения с женщиной обесценивать прям активным образом, говоря ей какие-то нехорошие слова, унижая, принижая ее достоинство, изменяя, какие-то обманывая, такие нехорошие вещи делая. А можно, конечно, обесценивать отношения и другим способом. К примеру, исчезать на несколько дней или недель или месяцев, вести себя странно, отстраненно, качели устраивать то холодно, то жарко, то отдалять свою партнершу, свою любимую, вроде как женщину, то сближаться с ней. Это тоже своего рода абьюз. Но здесь вот такой мужчина, поэтому говорить о его способности проникаться чувствами и выстраивать гармоничные отношения здесь очень-очень сложно. Сегодня у нас на раскладе человек тяжелый. Вчера у нас такой замечательный был расклад, да, настоящий мартовский, о том, что он думает о вас. Ну, мысли и поступки – это несколько разные вещи, а, возможно, другой мужчина приходил вчера на расклад. Но сегодня вот такой кадрик у нас. Как описывают, так и есть. Способен ли хотя бы эмоции испытывать вообще этот человек? Он способен испытывать страсть. Его привлекают женщины яркие, сексуальные, самодостаточные, самостоятельные и даже где-то в чем-то доминирующие. Для него по кайфу будет эту женщину, я ни в коем случае не хочу сказать, что сломать, да, или как-то подчинить своей воле, но все-таки доказать самому себе, что вот, я смог завоевать такую женщину. То есть у него больше здесь дух такой соревновательский. И очень это такой человек энергии у него завоевателя, захватчика, я бы даже сказала. То есть ему интересно охотиться на женщину. И женщины его интересуют исключительно вот такие, как я вам описала. Яркие, самодостаточные, чтобы он сам себе в этой борьбе, в этой охоте на нее и в процессе завоевания ее, чтобы он сам себе доказал, какой он крутой парень. Отношение к вам. Давайте-ка посмотрим. В общих чертах. Просто отношение к вам. Так, мужчина не знает, что с вашими отношениями делать и как они будут складываться дальше. Кроме этого, у многих из вас мужчина или трудоголик, или же его больше заботят дела житейские, чем дела амурные. Именно поэтому вы можете находиться в сложных таких ощущениях по поводу отношений с ним. Но отношения с вами, он сейчас, я не знаю, какая ситуация, конечно, у всех у вас разные ситуации, кто-то вместе, кто-то расстался, у кого-то непонятные сейчас обстоятельства. Но вот для большинства здесь будет так, что скорее непонятные обстоятельства, потому что мужчина не знает, что будет дальше. Надо отметить, что несмотря на теплую энергетику, которая шла у нас на дне колоды, и на то, что в основе все-таки у нас аркан Солнца, этот мужчина ни одну женщину в своей жизни не рассматривает как единственную неповторимую. То есть он все равно оставляет себе возможность для дальнейшего, если не выбора, то, по крайней мере, для дальнейших возможностей, возможностей, да, встретить еще кого-то. Будет такая тавтология, но это так и есть действительно на самом деле. То есть здесь мужчина не зацикливается ни на одной женщине в его жизни. Оставляет себе такое окошко возможностей на будущее. С вами что-то непонятное сейчас у этого мужчины. Не зря смотрите расклад, потому что, судя по всему, он сам даже не знает, чего ему от вас надо. Хорошо, с точки зрения высших сил, он чего хочет от вас? Ну, это семейный аркан. Это аркан о том, что человеку с вами хорошо. И что именно вас он видит своей парой. Что именно с вами он может быть счастлив. И, возможно, только вы и есть та женщина, с которой он по-настоящему может быть счастлив. Для многих из ваших мужчин, даже если они этого не осознают, а очень многие не осознают, вы ему нужны для семьи, для жизни совместной, для того, чтобы вместе строить счастье. Смотрите, это по сути свадьба. Здесь люди танцуют под этим шатром зеленым, им замечательно, им хорошо, им просто великолепно, они чувствуют себя по-настоящему счастливыми. И причем шатер этот зеленый, он зиждется, держится, построен на 4 жезлах. Устойчивая конструкция, как стол или стул,
который сложно перевернуть просто так, да? То есть это устойчивые, стабильные, по-настоящему серьезные отношения. Осознает он это или нет? Высшие силы нам говорят, что именно для этого вы ему и нужны. То есть не для чего-то хи-хи-хи, ха-ха-ха. Поматросил и забросил, извините за грубость. Если он так поступает с другими женщинами по жизни, то значит вы не тот вариант. Да и, в общем-то, у него, если нет осознания этого, то на подсознательном уровне точно это есть. Что вы женщина для серьезных отношений. Женщина, с которой все это было бы прекрасно. Семья, дети, общий быт, вот все это. Радость жизни. Тоже покажу вам поближе, посмотрите, как счастливы эти люди. Танцуют. Они счастливы. Они просто счастливы. Для этого, для счастья, для стабильности, для семьи, для всего этого вы этому мужчине на самом деле нужны. А он вообще как бы осознает это все-таки, хоть он сейчас не понимает, что с вами дальше делать, но ситуации же разные могут быть. Может, вы с ним поссорились, или как-то у вас отношения зашли в кризис, потому что кризисные арканы вышли. Но он осознает вообще то, что вы для этого ему нужны. Мужчина настолько гордый, настолько эгоистичный, самолюбивый, вплоть до себялюбия, что на первом месте у него действительно он единственный, неповторимый. И да, конечно, он любит женщин самодостаточных, самостоятельных, любит их завоевывать, но это вот реально добытчик такой. Сказать, чтобы он осознавал, что вот вы та самая единственная, неповторимая, скорее он это понимает. Он это понимает, но он не хочет это по-настоящему признавать. Потому что очень многие из ваших мужчин, не зря у нас шла здесь вот такая вот вещь, что он ни на одной женщине свой взгляд полностью не останавливает, даже если она любимая, а вы здесь выходите как любимая женщина у этого человека. Потому что ему хочется еще чего-то, где-то вот себя показать, где-то, может быть, там хвост павлиний распушить, кому-то понравится, где-то произвести впечатление. Вот здесь такой человек. Можно сказать, что он понимает это, но вот чтобы осознавал до конца, он даже и не хочет это осознавать до конца, потому что, ну, вот такой вот он. Вот такой. Горделивый, где-то, может быть, даже это гордыня даже. Не горделивость. И не самолюбие, а даже себялюбие. Такой человек. Ну, хорошо. Непонятно, что между вами, он не знает, что дальше делать, но все-таки осознание это ему придет какое-то, чего он с вами хочет на самом деле в ближайшее время. Есть ли такая надежда? Да, да. Если вы расстались, этот мужчина через некоторое время поймет, что вы его стабильность, вы его семья, вы та самая. Осознание придет, и причем, знаете, здесь при каких обстоятельствах, давайте-ка я посмотрю, это может прийти. Я бы так сказала, все познается в сравнении. Чем больше этот мужчина сравнивает и будет сравнивать вас с кем-то еще, вообще с другими женщинами или с другими отношениями, с другими ощущениями в общении с людьми, не с вами, а с кем-то еще. Чем больше этот мужчина будет делать анализ, чем больше будет взвешивать, чем больше будет анализировать, тем больше будет приходить к нему понимание, что вы именно там. Вы вот в этом раскладе, здесь вы мужчине нужны для всего исключительно серьезного. Для семьи, для любви, для совместного счастья, для праздника жизни просто-напросто. Но поскольку мужчина у нас такой, как я вам описала, мало того, что очень сложный характер, мало того, что здесь явная склонность к абьюзу, мало того, что мужчина с гордыней порой зашкаливающий, гонористый мужчина, еще и себялюбивый, ему, конечно, сложно признать то, что вообще какая-либо женщина может иметь для него такое значение, как имеете вы. Но тут он никуда не денется. Или со временем придет это ощущение, это понимание, и в результате анализа и сравнительного анализа больше. Или же еще, знаете как, вот если он узнает, что у вас появился кто-то другой, что вы, оказывается, не на нем свет клином для вас сошелся, а оказывается, кто-то еще другой может оценить ваши достоинства
ваши качества прекрасные, вернее, по достоинству, и может явиться в вашей жизни мужчина, который гораздо более стабилен и интересен, чем он, вот это еще его может очень сильно задеть. В том случае, если вы начнете взвешивать и начнете его сравнивать с кем-то другим, и ваш сравнительный анализ будет не в его пользу. Однако же при любых обстоятельствах этот мужчина, он не сможет не осознать того, кто вы для него. Замечательная, прекрасная вот эта вся линия, насколько сложная здесь была линия первая, настолько же замечательно идет вторая линия. Так что осознание это придет. Девочки, ну вы прям вот семья для него. Неважно, какие у вас отношения, вы его жена или вы хотели бы выйти за него замуж, или, может быть, не хотели бы, но у него на подсознательном уровне это вот есть, он чувствует, что вы та самая. Признаться себе в этом не хочет. Ну, это действительно так. Ну да, это, конечно, сложный достаточно вариант отношений, потому что с таким мужчиной тяжело, и осознание, в общем-то, здесь в любой момент может прийти, и в то же время он всячески от этого отбивается. Да. Еще тот гусь у нас лапчатый. Какие планы у него на вас? Есть ли планы у этого мужчины на вас? Он, девочки, очень сильное влияние на вас оказывает и считает, что вы в его руках. Очень во многом манипулирует вами. Этот мужчина многие вещи вот такие в ваших отношениях делает, и вы наверняка понимаете, что он сознательно, это уже точно осознанно, он осознанно это делает, применяет какие-то тактики поведения с вами, которые вас к нему еще больше привязывают. Он от этого получает кайф, представьте себе. Он вообще получает кайф от того, что он может оказывать влияние на людей. Планы манипулировать, можно сказать, вами дальше. И такую же тактику поведения с вами вести. Отпускать он вас здесь не хочет. Даже если вы с ним расстались, и он молчит, значит, это его осознанная тактика манипулирования вами. То, что он молчит. Или же там пингует вас, где-то что-то пишет, или смайлики присылает, или выставляет посты какие-нибудь где-то в соцсетях, где вы с ним общаетесь. Неважно. Любые способы оказывание на вас влияния, они в его арсенале приемлемы, и он будет продолжать это делать. А вообще, как он видит будущее с вами? Он видит будущее с вами или, может быть, нет? Ну, вы любимая его женщина. Как бы он тут не выпендривался, что бы он из себя бы здесь не корчил, извините за выражение, девочки. Но вы его любимая. Видит ли он с вами будущее? Конечно. Единственный моментик здесь такой. Если вы в статусе любовницы находитесь этого мужчины, то значит такое будущее он и видит. В статусе любовницы. Хотя прекрасно понимает, что вы женщина для семьи. Но если этот мужчина не свободен, то ему будет очень сложно выйти из тех отношений ради того, чтобы создать вот это все с вами. Не факт, что это вообще нереально, но очень сложно. Если это ваш муж или он свободен, к примеру, то он все равно видит с вами будущее, потому что вы его любимая женщина. Да, конечно, сложно понять, какую любовь может испытывать такой человек, тем более мы увидели его характеристику, сигнификацию, можно сказать, он на любовь-то вообще способен, скорее нет, чем да, но все-таки все мы люди, на эмоции-то мы способны, и несмотря на эту гордыню, на эту спесь даже где-то, несмотря на себялюбие, мужчина все равно перед вами он, конечно, тает, как снег на солнышке на весеннем. Так что видит, да. Единственный моментик, вот если вы любовница, то он вас так и видит в дальнейшем. А тогда давайте еще посмотрим, чего он от вас хотел бы, что он хотел бы, чтобы вы сделали. Возможно, он каких-то действий от вас ждет или ничего не ждет. Но он хочет, чтобы вы были просто сама собой, чтобы вы были императрицей. Императрица, имейте в виду, что мужчина ценит отношения с женщинами только не просто самодостаточными, да, а вообще, в принципе, представляющими из себя что-то в жизни. То есть ему девочка совсем такая, может быть, или молоденькая, или уже женщина в возрасте, но ничего не добившаяся в жизни, она вряд ли ему будет интересна. И вот он с восхищением смотрит на женщин, которые уже что-то из себя, кого-то из себя в жизни представляют. Так вот, вы, если
полностью растворились в нем, в этом мужчине, забыв о своих достижениях, забыв о своей жизни, профессиональных каких-то там, профессиональном продвижении, да, о своей карьере, о своей самореализации, то вспомните об этом. И вспомните об этом еще и потому, что это очень важно для его восприятия вас и для уровня ценности в его глазах вашей. Это нужно вам в любом случае. Не для этого мужчины, а для вас самой. Это даже идет как вам вот такой резюме, можно сказать, такое этого расклада, что мужчина, все, конечно, замечательно, прекрасно, но вы думайте вообще в первую очередь о себе, знайте себе цену. И пускай мужчина тоже это знает, четко осознает, что вы знаете себе цену. И это, безусловно, будет повышать градус его интереса и градус его влечения и любви к вам. Такой у нас сегодня получился, девочки, расклад. Благодарю вас за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, гармонии, вдохновения, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго. До свидания, до следующего расклада.